Всем привет! С вами Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодня мы с вами откроем и посмотрим на очень крутую и мощную фигурку первого Инграма из аниме Patlabor. Данная фигурка выпускается компанией Frizero, но что более важно, сейчас к релизу готовится уже второе ее переиздание. Так что у всех желающих заказать ее такая возможность еще имеется. Если, конечно, у вас кроме желания завалялось лишних 22 тысячи йен. Дальше я, по идее, должна говорить про коробку, но она вполне себе стандартная. Крышка с окошком для подсматривания имеется. Наклейка качества и лицензионный стикер также на своих местах. В общем, ничего нового, только хорошо проверенное временем старое. Так что не будем зацикливаться на упаковке и перейдем к содержанию. Оно, кстати, располагается в двух блистерах. Первый содержит самого робота и аксессуары к нему, а второй в основном предназначен для подставки. И что очень приятно, все это очень плотненько упаковано, так что в коллекции коробка много места не займет. Также есть инструкция, но, если честно, я ей ни разу не пользовалась, ведь это не трансформер, а значит и так все понятно. Так, с составом закончили, что же там у нас дальше? А дальше мы начинаем смотреть на самого красавца, которого, кстати, с подачи главной героини аниме зовут Альфонс. И если вы приглядитесь на приближенных кадрах, то на груди рядом с кабиной это имя очень легко читается. Мелочь, конечно, но именно из таких мелочей и строится общее впечатление. И второй такой мелочью будет покраска. Вы же заметили, как робот блестит. Так вот, его поверхность была сделана такой не просто так. Дело в том, что Инграм – это своего рода полицейская машина, и, соответственно, при создании фигурки авторы смотрели на нее как на автомобиль. А значит, все открытые поверхности они не просто покрасили, а залили автомобильной эмалью. И согласитесь, выглядит это очень круто. И, конечно же, для поддержания крутоты просто нельзя было не сделать отсек для револьвера. Ну или, если точнее, то револьвероподобной пушки. Все же то, что находится в руках гигантского робота, пистолетом назвать язык не поворачивается. Конечно же, раз у Инграма открываются ноги, то и кабина также открывается. И что совсем неудивительно, там сидит очень даже прилично покрашенная Ноа Изуми, главная героиня самого первого сериала Patlabor. В общем и целом, это почти все интересные особенности, и осталось показать всего лишь одну. Инграм – это же полицейская машина, а значит, у нее просто обязаны быть мигалки. И они, конечно же, есть и у фигурки. Жаль, только батарейки в комплект не входят. Что ж, общий обзор был интересный, но не пора ли нам поговорить про подвижность? Для начала вспомним недавний кадр с дробовиком в обеих руках. На самом деле далеко не все фигурки могут держать одно оружие двумя руками. Так что эта, казалось бы, простая поза является очень хорошим показателем подвижности плеч. Но не плечами едиными, как говорится. На одно колено Инграм также садится без каких-либо проблем. Но вообще я начинаю думать, что у роботов от Frizero этот параметр уже стал стандартным. И мехи не то что на колено, на шпагат уже могут сесть. И, собственно, благодаря этой странной позе можно понять лимиты движений основных суставов. Поза посадки для обслуживания, а точнее просто посадка на пятую точку, тоже легко выполнима. Но самое интересное это то, что подвижность никак не повлияла на баланс и устойчивость. Только посмотрите, мех очень прочно стоит на одной ноге почти в любой позе. И более того, его даже почти не нужно балансировать. Этого смогли добиться благодаря металлическому фрейму и просто огромному весу ног. Так что неважно, хотите вы поставить Инграма в состояние бега или же заставить его делать замах ногой, в любом варианте центр тяжести будет около ступней и фигурка не опрокинется. Короче, очень крутой товарищ.
Подводя итоги, хочу сказать, что если вам нравится аниме под Labor и у вас завалялись лишние 22 тысячи йен, то не вижу причин отказывать себе в таком прекрасном приобретении. На мой взгляд, это наиболее качественная и, наверное, самая правильная версия данного робота из всех, которых я когда-либо видела. Но на этом наш мини-обзор подходит к концу. Всем пока, ставьте лайк, если понравилось, и не забывайте подписаться, впереди еще много интересного.